порядок установки вот этих вот стереопар на штативы. Видите, они разные, по крайней мере, по номерам камер видно, что они разные. Я уже говорил, что главная стереопара вот эта, и главная камера у нее вот эта. Вот эта камера номер 1 вообще командует всем процессом получения фотографии. Она запускает одновременно все камеры. Так вот, если мы стоим между этими стереопарами, вот как вратарь в воротах стоит, то первая камера у нас должна быть как вот на водительском месте, как в кабине на водительском месте. Вот это первая камера, она всегда здесь. Если мы будем в ту сторону смотреть, направлять туда, там, допустим, какой-то объект, значит, мы должны первую камеру поставить здесь, и она будет вот так смотреть. И это всегда должно быть, наоборот нельзя. Это первое. Второе, что нужно запомнить, вот давайте посмотрим, у стереопары 4 плоских длинных грани. 4. На этой грани у нее видеокамера, на этой грани у нее 2 видеокамеры, на этой грани у нее разъем, и только одна грань свободная. Вот она. Если посмотреть на нее, посмотреть на надпись, то получается, что это как бы донышко. Вот если мы так положим на пол, то вот это будет наше донышко. Оно гладкое, свободное, здесь нет ни разъемов, ни видеокамер. Поэтому, когда мы нашу систему ставим в этот штатив, мы ее ставим вот этой гладкой стороной сюда. Иначе либо видеокамера будет закрыта, либо кабель будет мешать и так далее. То есть вот это надо запомнить именно таким образом, что к трубе, к штативу ставится гладкая пустая сторона. Вот мы поставили, затянули, наша система готова к работе. Ну и вторая точно так же. Вот здесь видно, что здесь кабель оказался внизу, а у этой системы кабель оказался вверху. Ну, это просто это одна по конструкции, они одинаковые. То есть, вот, если мы вот так возьмем ее мысленно, поставим на ту сторону, то они полностью совпадут. Камера номер 6, камера номер 5 смотрят друг на друга, а рабочие камеры 1, 2, 3, 4, вот они здесь, смотрят туда, где находится наш объект, который мы будем измерять. Вот, первое мы сделали. Второе. Конечно, система откалибрована. Теоретически, как бы ты ни поставил эти стереопары, они должны измерять точно. Но практически этого не получается, поэтому рекомендуемое расстояние в просвете 3,5 метра. Но это не обязательно очень точно измерять. Конечно. Можно 3 метра 60 сантиметров, можно 3 метра 40 сантиметров, можно еще там сантиметров на 20 туда-сюда можно. Но все должно вертеться вокруг 3,5 метров. Это первое. Второе. Они должны смотреть, так сказать, под определенным углом быть повернуты. И тут уже, к сожалению, на глаз не получится. Мы должны запустить программу. Вот когда мы собрали, подключили, проверили рулеткой примерно 3,5 метра, или мы обычно советуем какую-нибудь реечку класть, выбирать в угол, которая дает нам как раз нужное расстояние. Тема подсоединена, питание подано, компьютер работает, красный блок включен, вот здесь вот, видите, там у него свич, там светодиодики светятся. Светодиоды также должны светиться вот здесь. Вот эти светодиоды нужны для того, чтобы камера, которая расположена на той системе, видела эту систему. А эта камера видела те светодиоды и ту систему, чтобы компьютер знал, как они расположены друг относительно друга.
Вот эти вот желтенькие, они камерам не видны. Камеры видят остальные инфракрасные. А эти желтенькие просто для нас, что питание подано. Запускаем программу. Ну, она запускается просто ярлычком на рабочем столе. Выбор, как мы будем работать. Не всегда нужны две. Иногда достаточно одной стереопары. Я потом расскажу, это даже лучше, если можно обойтись одной. Но, как правило, при обмере грузовика одной стереопарой редко когда получается обойтись. Обычно две. Поэтому мы выбираем две стереопары. Вот, система запустилась. Она спрашивает, видны ли камеры. Если что-то с камерами случилось, то вот все вот эти квадратики, прямоугольнички, а их тут 6 штук. Первая, вторая, третья, четвертая – это главные камеры, а мы можем вот этот ползунок сдвинуть, и вот тут у нас еще пятая, шестая. Они просто выведены на экран, потому что они очень редко требуется на них смотреть. И чтобы масштаб был побольше, мы заняли весь экран 4 главными камерами. Первая, вторая, третья, четвертая. Камеры видны? Видны. Почему экраны черные? Ну, такая выдержка у нас. Беленькие тут должны быть только светодиоды, либо окна, либо еще что-то такое, солнечные зайчики. А основной фон черный, тем более сейчас камеры вообще закрыты крышками. Так вот, если все в порядке, камеры черные. Если что-то не так, то они все будут белые, вот такие же, как поверхность окна. Камеры видны? Да, видны. Все, у нас открылась программа, у которой есть главное окно, тут список проектов и так далее. Но нам сейчас интересно посмотреть, как мы установили наши стереопары, под каким углом они повернуты друг к другу. У нас есть кнопочка «Видео». Она повторяет вот эту исходную картинку. Можно даже посмотреть, я сейчас покажу. Вот камера номер 1, 2, 3, 1. Вот камера номер 1. Вот сейчас на экране будет видно, как движутся. Вот я двигаю указку. То есть, кроме того, что можно контролировать, кстати, изображение, эта вкладка замечательна еще кнопочкой «Снимок». Для чего нужен снимок? Если у вас все в порядке, вроде вы видите указку, во всех кадрах все видно там, и так далее, все хорошо, а программа не работает, вы включаете указку, начинаете процесс и просите кого-то нажать кнопочку «Снимок». Смотрите. Нажали, где-то там в памяти компьютера сохранились 6 фотографий, которые вы можете прислать нам сюда, чтобы мы на них посмотрели, может быть, положили в свою программу и поняли, почему все видно, а программа не работает. Ну, мало ли что. И вторая кнопочка замечательная – включить-выключить. Нет связи между стойками. Так, почему нет связи между стойками? Давайте посмотрим. Стойками. Вот почему. Нет связи между стойками. Нет связи между стойками. О, крышечки всегда должны быть закрыты. В автосервисе работают шлифовальные машинки, а еще хуже, там где-то в углу красят, и там еще что-то такое делают, и камеры моментально могут запылиться, загрязниться, прилипнуть краской, нужно будет чистить стекла и так далее. Поэтому всегда, как только процесс измерений закончен, и мы идем думать к компьютеру, анализировать результат, сразу нужно все вот это нужно закрыть. Ну, сейчас нам уже нужно включить. Вот мы включили, и что мы видим? Нас сейчас будет интересовать схождение. Но это сделано название просто по аналогии с тем, как у автомобиля выставляются передние колеса. Чуть-чуть нужно вовнутрь. Но здесь сама величина схождения, чтобы ее не запоминать, она забита в программу, и здесь показывается только отклонение от нее. Вот нужно сделать так, повернуть эти две системы, чтобы схождение, вот эта величина,
была, ну, 0 или 1 здесь. Если будет 5, 10, это плохо. Тут лучше, если 0. Ну, единичка допускается. Вот здесь двоечка, плохо. Вот я сейчас буду... Это какая у нас камера? 6-я. Где у нас 6-я камера? Вот, у нас 6-я камера. Вот камера номер 6. Она очень просто поворачивается, вот так. Вот я ее сейчас повернул внутрь. У нее какое там схождение? 10. Очень, да. Теперь я наружу поворачиваю. Неотрицательная величина. Вот нам нужно добиться, чтобы там было что-то, ну, поближе к нулю. Ну вот нормально. Все. У нас теперь системы выставлены на правильном расстоянии, ну плюс-минус там какая-то величина. У них правильный угол системы немножко на самом деле, хоть там и 0, но системы стоят эти оптические под некоторым углом, так сказать, внутрь. Для чего это сделано? Иногда нужно померить переднюю часть, допустим, там кабина, бампер, вот передняя часть. Если системы совсем прямо стоят, то нужно будет дальше отъезжать от автомобиля или автомобиль откатывать. Нужно будет большее пространство. Поэтому они немножко смотрят внутрь с таким расчетом, что вот там вдали еще поле зрения, так сказать, достаточно. Если угол будет большой, то поле зрения упрется в автомобиль, и там не будет видно ничего. Оно будет все сюда направлено. Вот выбран какой-то такой вот компромиссный угол, и с этим углом дальше все калибровалось. Все, система у нас выставлена.